Эта невероятная история произошла в глухих лесах Сибири под Омском. Юрий был обездоленным, одиноким человеком, живущим в одной из деревень. Он никогда не имел возможности получить высшее образование, но его яркая личность и готовность принять вызовы делали его особенным. Когда ему предложили должность лесника, он безраздумно согласился. Работа казалась ему идеальной. Он провел всю свою жизнь в горах и знал все рощи и долины наизусть. Каждые 2 дня Юрий отправлялся в долгие прогулки по лесу, проверяя, все ли в порядке. Однажды зимним утром, совершая обычную прогулку, он наткнулся на нечто, что навсегда изменило его жизнь. В то утро лес был покрыт толстым слоем снега, и Юрию приходилось останавливаться через каждые несколько шагов, чтобы отдышаться. Во время одной из таких пауз он услышал где-то рядом тихое всхлипывание. Он сделал паузу и старался определить местонахождение звука, но как только он сделал малейшее движение, хныканье прекратилось. Юрий подумал, что это его воображение, его ум играет с ним. Но как только он собрался продолжить прогулку, звук снова раздался. На этот раз он сумел точно определить местонахождение шума, это было рядом с кустом напротив него. Мужчина осторожно подошел и увидел торчащую из снега голову, это был тигренок. Животное плакало и трясло головой, стряхивая снег. Юрий заметил кровавые следы от укусов на его теле. Тигренку также оказалась сломана нога. Юрий немедленно отправился на помощь малышу. Он поднял его и прижал к груди, быстро спускаясь с горы обратно в долину. Юрий создал временное убежище для маленького львенка из своей старой одежды и перевязал его раны, чтобы остановить кровотечение. Затем он собрал несколько палок и укрепил ими сломанную ногу тигренка. Животное заскулило, но доверилось ему. Юрий понял, что тигру, вероятно, нужна пища, но не знал, чем его кормить. В своей беспомощности он подогрел немного молока и предложил его маленькому тигренку. Тот был изможден и ранен, но, похоже, его интересовало молоко. Юрий поставил миску на пол, и тигренок начал медленно лизать молоко своим языком. Рейнджер продолжал уделять все свое внимание уходу за тигренком. Мужчина интересовался, чем кормить животное, и тигренок рос с каждым днем. С течением времени его раны зажили, но длинный шрам остался на ноге. Валентин назвал его Гор. Через 6 месяцев хрупкий детеныш превратился в великолепного тигра. Гор часто сопровождал Юрия в его походах в горы. Во время этих поездок Юрий наблюдал, как Гор игриво кочует и веселится в траве, словно гигантский домашний кот. Рейнджер радовался, видя счастье в тигре. Однако он знал, что Гор все же дикий зверь и не предназначен для жизни в неволе. Валентин был вынужден принять трудное решение отпустить Гора на волю. Он отвел хищника в лес и попрощался с ним. Но, когда он отправился в путь, тигр последовал за ним, словно был его верным спутником в течение последних 1,5 лет. Юрий не знал, как заставить Гора остаться в дикой природе. Он пытался кричать и отпугивать его, и, кажется, его план сработал. Гор никогда раньше не видел своего хозяина таким злым. В ужасе тигр убежал в лес, а Юрий вернулся в деревню со слезами на глазах. Юрий продолжал охранять природу и патрулировать местность, но Гора уже не видел. 4 года спустя Юрий уже почти забыл о тигре. Мужчина боролся со своими физическими проблемами. Во время одной из ежедневных пробежек он потерял сознание и был случайно найден другим жителем по имени Дмитрий, который рубил дрова рядом. Если бы не этот человек, кто знает, что было бы с Валентином. Несколько недель спустя Юрий снова оказался в лесу и почувствовал покалывание в спине, после чего снова потерял сознание. В этот раз его ангел-хранитель, кажется, желал ему только добра. Юрий был найден туристом и доставлен в больницу. Там врач обнаружил острое состояние его почек. Рейнджер провел несколько дней в больнице, но отказался от сложной операции, так как она требовала высоких затрат. По возвращении домой Юрий возобновил свою обычную жизнь в качестве лесного рейнджера. Однако через полгода его постигла еще одна срочная медицинская проблема, его почки оказались в еще более плачевном состоянии. Юрий снова отказался от операции и пообещал себе больше отдыхать во время прогулок по лесу. В следующем году, когда он вернулся в патруль, он увидел столбы дыма, взмывающие над горами.
Район был опустошен лесными пожарами, и рейнджер понял, что что-то пошло не так. Огонь быстро распространился и приблизился очень близко к Юрию. Затем он поспешил спускаться с горы, но, к несчастью, из-за своей слабости споткнулся и упал. Он бессильно лежал на земле и не мог подняться самостоятельно. Время поджигало огонь позади него, и мужчина уже смирился со своей неизбежной участью. Но в эту трагическую минуту перед ним внезапно возник тигр. Юрий не знал, что делать. Пламя было всего в нескольких шагах, приближаясь с каждой секундой, и вот перед ним стоял тигр, преграждая ему путь. Юрий закрыл глаза и готовился принять свою смерть. Однако поступок тигра потряс его. Тот схватился не за плоть, а за одежду Валентина и начал тащить его в сторону от пламени. Изумленный, Юрий полз по склону горы за тигром. Они уже почти оказались в безопасности, когда с дерева упала горящая ветка и опрокинула их на землю. Тигр тоже получил ожоги, но не оставил Юрия в беде. Наоборот, он отодвинул ветку, освобождая путь. Ему показалось странным поведение тигра, но сейчас не было времени сомневаться в его намерениях. Животное провело его домой, а когда убедилось, что человек в безопасности, оно нежно потерлось о его ноги. Это прикосновение вернуло Юрия к реальности. Он думал, что все это сон, но теперь он узнал своего старого друга Гору. Хотя тигр вырос и стал еще больше, на его задней лапе все еще промежуточный шрам. Юрий посмотрел на тигра и громко спросил, не Гор ли это. Когда тигр услышал свое имя, он посмотрел на Юрия и издал долгий рев одобрения. Но через несколько минут тигр вернулся в лес. Юрий отчаянно желал, чтобы его старый друг остался с ним хотя бы немного, но животное уже нашло свое место в мире и вернулось в свою естественную среду обитания. Юрий не мог отделаться от ощущения благодарности и удивления по отношению к тигру, который спас его от уверенной гибели. Он задавался вопросами, почему и как было возможно, что животное, которое он когда-то спас, вернулось, чтобы спасти его в ответ. Было сложно принять, что тигр сохранял память настолько долго и развивал такой уровень взаимопонимания и взаимозависимости с человеком. Юрий не переставал думать о горе и о том, что произошло. Это был нереальный опыт, и он знал, что больше ничего не будет таким же. Он решил не пытаться объяснить логическую сторону происходящего, а просто принять этот уникальный поворот судьбы. Вместо этого он сосредоточился на том, как использовать этот опыт для собственного блага. Юрий принял решение сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение катастроф, подобных пожарам того года. Он посвятил свою жизнь охране леса, просвещая людей о важности экологии и обеспечивая безопасность природного мира. Юрий знал, что путь к сохранению экосистемы и защите животных тесно переплетен с его собственной историей и судьбой. Он стал примером для других, стараясь сохранить природу и показывая всем, что каждый может внести вклад в благо животных и среды обитания. На протяжении многих лет он сотрудничал с организациями по сохранению окружающей среды и стал активным участником решения экологических проблем. Юрий понял, что его встреча с Гором не была просто случайностью, а назначением, чтобы он помогал сохранить природу, которая однажды уже спасла его жизнь. Все это время Юрий оставался в благодарности перед Тигром Гором, который был его ангел-хранитель и другом на протяжении многих лет. Он никогда не забывал о принесенной ему помощи и надежде, которую тигр привнес в его жизнь. Каждый раз, когда Юрий охотился в горах или охранял леса, он вспоминал этот невероятный опыт, который навсегда изменил его жизнь, и благодарил гора за то, что он оказался рядом в самый решающий момент. Юрий стоял на краю лесной поляны, наблюдая, как Гор исчезает среди деревьев. Он был благодарен тигру за спасение своей жизни, но сильно сожалел, что его друг уходит. Гор был исчезающим примером дикой природы, неизведанного мира, который все еще оставался для Юрия загадкой. Он чувствовал связь с этими дикими местами и желал узнать больше. После встречи с Гором, Юрий все больше увлекался исследованием дикой природы и защитой дикой животной фауны. Он стал обучаться охране окружающей среды и стал активным участником программ по восстановлению лесных территорий после пожаров. Его опыт работы в патруле рейнджеров был востребован, и он стал одним из главных координаторов в борьбе с лесными пожарами и спасительными операциями для защиты дикой природы.
Во время продолжительной работы Юрий понял, что Гор был символом не только его спасения, но и смелости, силы и верности. Этот тигр показал, что даже в трудные времена у природы есть способы оказать поддержку и помощь другому существу. Юрий решил, что будет посвящать свою жизнь защите дикой природы и спасению диких животных в беде. Годы прошли, и Юрий стал известным и уважаемым специалистом в области охраны природы. Его работы оказались значимыми для восстановления экосистем, охраны редких видов и борьбы с незаконной охотой и браконьерством. Он создал учебные программы и проводил образовательные мероприятия для поднятия осведомленности о значимости сохранения дикой природы. Юрий всегда помнил свою встречу с Гором и признавал, что благодаря этому тигру он обрел новую суть своего существования. Он умело использовал свой опыт, чтобы защищать тех, кто был беззащитен, и считал, что каждый человек должен открыть глаза на важность сохранения дикой природы. И в каждом человеке есть что-то дикое, что нужно сохранять и уважать. Юрий продолжил свою работу, стремясь сделать все возможное для сохранения нашей планеты и ее уникального живого мира. Юрий остался один на своем домашнем участке, оставшемся от пожаров. Он смотрел вслед уходящему тигру с горечью в сердце. Между Юрием и горой существовала особая связь, они прошли через многое вместе. Гора был его надеждой в самый трудный момент, когда все казалось безнадежным. Теперь, когда Юрий снова оказался в опасности, старый друг помог ему, по-своему спас его жизнь. Но Юрий понимал, что тигр принадлежит дикой природе и должен вернуться к своему естественному режиму. Он чувствовал грусть и тоску по утраченной связи, но был благодарен тигру за помощь и за то, что он вновь принес в его жизнь надежду и веру. Юрий не мог позволить себе связывать гору с цивилизацией, это было бы несправедливо по отношению к нему и к самой природе. Юрий принял решение, что теперь его обязательство защищать и сохранять этот участок земли, на котором они встретились, в память о столь необычном событии. Он решил создать приют для дикой природы, где животные могли бы найти безопасное убежище и плодородную почву для восстановления. Юрий вложил все свои силы и средства в это дело, сотрудничая с организациями и другими сторонами, разделяющими его страсть к природе и борьбе с лесными пожарами. Его приют стал местом встречи тех, кто разделял его увлечения и готов был поддержать его идеи. Годы прошли, приют разросся и стал уголком надежды для многих животных и людей. Но Юрий часто вспоминал о горе и глубоко скучал по своему старому другу. Он работал вместе с тиграми на защите природы, надеясь однажды встретить своего старого товарища вновь. Он верил, что если гора смог найти его в самый трудный момент, то они станут снова встречаться, когда настанет время. Несколько лет спустя внезапно появился тигр, похожий на гору. Он долго не показывался людям, пристально наблюдая издалека. Однако Юрий узнал этого тигра среди всех, и в его сердце зажглась вспышка радости. Они снова встретились, и Юрий понял, что их связь не была случайной. Он знал, что это гора, вернувшаяся к нему вновь. С тех пор, каждый год гора приходит в приют Юрия, проводит там несколько дней, а затем уходит в свою дикую среду обитания. Это стало традицией, символом их долгой дружбы и взаимного уважения. Юрий благодарен судьбе за то, что нашел верного спасителя и друга. И с каждым приходом горы он ощущает, что связь между ними становится только сильнее и значимее. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.